Потом поговорим дальше чуть-чуть. Мгм. Хорошо. Окей. В Евангелии от Иоанна, 10 глава, 22-23 стих. «Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления». Мгм. Праздник обновления, то есть слово «обновление» — это и есть Ханука. Мгм. Слово «обновление» — это и есть слово «Ханука». То есть практически было бы правильно написано «праздник Хануки». Мгм. И была зима. То есть как раз 25 Кислев. Не 25 декабря по Григорианскому, а 25 Кислев по лунному. Мгм. Кислев может быть в ноябре, Кислев может быть в декабре, в этом году в декабре. Все зависит от фазы Луны. Мгм. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Теперь создается вопрос, и что же сделал Иисус? И что же делал Иисус в Хануку? В храме. Как не праздновал Хануку? Ну да, да. Идем дальше. Обрати внимание, что Рождество приговорили к 25 декабря, а Ханука 25 Кислева. Число Мгм. 25 осталось тоже. И обрати внимание, что 25 декабря как раз день рождения Митры, бога солнца. Ты понимаешь, как эти... Вроде бы все 25-е, как взаимосвязано. Что сатана всегда хочет подделаться, понимаешь? Как написано, всегда ангела света преобладает, преоблекает. Итак, история Хануки имела место в период между Ветхим и Новым Заветом, когда Антиох IV Епифан стал царем Эллинистической империи селевкидов. Это произошло уже после Александра Македонского. Александр Македонский, кстати, очень хорошо относился к Израилю. Мгм. Вот, даже когда он пришел в Иерусалим, первосвященник благословил его, Александр принял. Как раз в этом году все дети, которые родились в Израиле, назвали именем Александр. Мгм. Вот. Но уже после Македонского, который пришел Антиох Епифан IV, который стал царем империи селевкидов, он уже был монстром. И у них была идея полной эллинизации региона, включающего Иудею, также угрожало выживанию иудаизма. Антиох, казалось, был одержим идеей уничтожить иудейскую веру и таким образом будущее еврейского народа. То есть Израиль стоял ему поперек горла практически, со своим монотеизмом, со своими законами и правилами. У них была фикция такая, у них была идея в башке иллионизировать весь мир и весь мир покорить эллинизму. Что тебе это напоминает? Ну да, гитлеровская Германия, да, когда это, ну, Нет, фашизм. нет, это все ислам и христианство. То есть А, всех сделать такими, как мы. евангелизировать всех. Да, всех сделать христианами, всех сделать мусульманами. Вот ты знаешь, что Папа Римский пришел, сделал, ему представили палестинского уже Иисуса, который лежит на Арафатке. Вот сейчас, в канун Рождества. Ты не видел это? Нет, не видел. Ай, да ты что, это ж красота. Надо, надо посмотреть такое. Да-да, Папе Римскому сделали где-то в Ватикане такое вот изображение. Приехали специально с палестинской автономией здесь, и сделали Иисуса палестинцем, поместили его на Арафатку, на вот этот арафатский шарф. И сказали, теперь Иисус у нас будет палестинцем, и он был мусульманином. И папа там стоит и поклоняется этому всему. Ну Смотри, да. мы меняем историю мгновенно, понимаешь? Большинству людей это вообще по большому счету все равно. Вот. Единственной костью в горле стоят евреи. Они всегда стояли, и они будут стоять, потому что вот такой костью Господь их придумал. Камнем преткновения. Ну да, да. Теперь Епифан
Антиох, он не только убил первосвященника Онию III, также уничтожил 40 тысяч жителей Иерусалима. Все жертвы служения в храме, соблюдения субботы и праздников были запрещены. Храм был посвящен Зевсу. Это я тебе описываю исторический фон Хануки. Мгм, мгм. Это тогда, когда эллинисты захватывали Израиль. Когда Израиль был колонией практически греческого мира. Святые писания были уничтожены, а иудеев принуждали участвовать в языческих обрядах. В его попытке уничтожить любой след иудаизма последней атакой было то, что на священном алтаре в храме принесли в жертву свинью и тем самым осквернили его, то есть осквернили храм. Поэтому все масло в храме было осквернено и не было ничего. Понимаешь? И вот я читаю тебе из первой книги Маковеев выписку. Царь Антиох написал всему царству своему, чтобы все были одним народом. Все были одним народом. А? Где-то мы это уже читаем. И Да. чтобы каждый оставил свой закон, и согласились все народы по слову царя. И многие из Израиля приняли идолослужение его и принесли жертвы идолам и осквернили субботу. Царь послал через вестников грамоты в Иерусалим и в города иудейские, чтобы они следовали узаконениям чужим для сей земли, и чтобы не допускались всесожжения и жертвоприношения, возлияния в святилище, и чтобы ругались над субботами и праздниками. Ругались над субботой. Это все предсказано. Пророк Даниил предсказывал, пророки предсказывали все это. Кстати, вот это и есть дух Антихриста. И оскверняли святилище и святых, чтобы строили жертвенники, храмы и капища идольские, и приносили в жертву свиные мяса из скотов нечистых. И оставляли сыновей своих необрезанными, и оскверняли души их всякую нечистотою и мерзостью, для того, чтобы забыли закон и изменили все постановления. 1 Маковея, 1 глава, 41. Забыли закон, послушай, и изменили все постановления. Теперь, все, что произошло на Никейском соборе в 325 году, в конечном итоге вот это вот и произошло. Все, что не мог сделать один антихрист, делает другой антихрист. Все, что не мог сделать один, делает другой. Все, что не мог сделать Епифан. Слава Богу, спасибо большое. Что-то пишут в чат. Все, что не мог сделать Епифан, сделал уже Константин. Мгм. Все, что не мог сделать Константин, сделали другие отцы. Кульминацией завершения всех, то, что не мог сделать Мартин Лютер с евреями, уже сделал Гитлер. Но и это сделать не мог, не смогут. Поэтому забыть закон и изменить все постановления – это и есть Невозможно. Ханука, наш исторический фон. В народе это имя переделали как Шикуца Мишамем. То есть Шикуца Мишамем – это мерзость запустения обозначает это слово Мгм. в синодальном переводе. И в книге Даниила написано: «И поставлена будет им часть войска, которая осквернит святилище могущества и прекратит ежедневную жертву и поставит мерзость запустения». Мгм. Вот Даниил предсказывал все эти вещи. Мерзость запустения – это Шикуца Мишаме. Поступающих нечестиво против завета он привлечет к себе лестью. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Сильно, да. Это книга пророка Даниила, который объясняет нам исторический фон Хануки, но не только Хануки, а исторический фон и дальше. Поступающих нечестиво против завета. Какого завета? Нового завета еще не было. Мгм. Завета Бога с Авраамом, завета Бога на Синае. Он привлечет к себе лестью, то, что было на Никейском соборе,
Священников, которые были не согласны, уничтожили. Те, кто были согласны, подписали. Но люди, чтущие своего Бога, усилятся и будут действовать. Кто эти люди, которые чтили своего Бога, и кто эти люди, которые сохранили веру? Это евреи, которые жили и выжили во всей диаспоре, и которые усилились и действовали. И по этой причине мы сохранили свитки Торы, сохранили иврит и сохранили все знания, а хотя могли все это потерять за тысячи лет. Ну да, да. Теперь, пока мы здесь находимся в этом ракурсе, сейчас, секунду одну. Я хочу, чтобы ты посмотрел на важную вещь. Сейчас. Короче, я скажу тогда своими словами. Мгм. Я ищу это в книге Откровений, где написано, что Творец будет искупать тех, у которых нету печати зверя на руке и на челе. Помнишь? Мгм. Да, да, да. Сейчас, подожди, я, может быть, найду здесь. Вот. Что ж я делаю? Так, идем сюда. Отлично. Супер. Видно, да? Да, да, да. Мгм. И он сделает то, что всем малым и великим, богатым и нищим и свободным рабам положено будет начертание на правую руку их или на чело их. Почему на правую руку или на чело? Потому что это взято из молитвы Шма. Слушай, Израиль. И Мгм. люби Господа Бога твоего всем сердцем, душой, всем разумением твоим, и будут слова эти, положи себе на Ага. чело и навяжи их на руку свою, и да будут они перед лицом твоим всегда, и будешь смотреть на них, и также положи мезузот на косяки дома твоего, и ты будешь смотреть на них и знать, что ты находишься в завете. Теперь, почему мы говорим здесь о столкновениях? Потому что Антихрист действует точно таким же образом. То есть он отменяет тфилин. Тфилин– это вот у меня есть. Ты знаешь, что такое тфилин? Да, да, да. Покрывало, да, тоже как. Это тфилин моего дедушки, Мгм. который достался мне. Тут много чего есть. Он наматывается вот так на чело. Мгм. Ну, я в Внутри, четверг, по четвергам вижу, да, когда у тебя внутри там. есть слова Торы Мгм. в этом тфилине. Теперь, что делает Антихрист? Он говорит так, мы отменяем это все, потому что это все связано с Израилем, это все связано с евреями, мы это все отменяем. И мы вносим свои правила на правую руку и на чело их, то есть свой закон. Это то, что Антиох создал практически. Свои законы и свои правила. Теперь без этих законов нельзя будет интегрироваться в систему. Не продавать, не покупать ничего. Здесь мудрость сочти число человеческое, число же его 666. Я не знаю, говорил я тебе суть этого числа или нет. Если на иврите ты посмотришь император Нерон, то он обозначает 666.
Мгм. Нейрон Кисар. Вот, а также значение 100 ворот, которые мы читаем в книге Бытие, которое переведено как в 100 крат. Меа Шаарим. Это Это, 100 ворот, да? это когда, помнишь, Ицхак рыл колодца, Мгм. и написано, и там благословил его Господь в 100 крат. Мгм. Вот. 100 крат переводится как Меа Шаарим, 100 ворот. В гематрии это 666. Интересно. Вот, потому что говорили мудрецы Израиля, что Израилю придется пройти через 100 ворот, прежде чем к нему придет благословение. Теперь о каких воротах идет речь? Мы, кстати, можем поднять эти темы у тебя на служениях. Мгм. Ну да. Да, Сейчас за я... благословение, за ворота. Вот это, конечно, интересно будет. Это очень интересно. Это мега интересно. Сейчас я постараюсь посмотреть, где у меня есть в моих недельных главах. Так, вот они. Смотри внимательно. Это ворота, Это вот, которые ты знаешь, да, находятся у тебя в Берлине. да, да, да. Это вавилонские ворота, через которые шли евреи в Вавилоне. Все изгнанные из Израиля. Вот они. Мгм. Эти вавилонские ворота. Ворота богини Иштар. А это ворота концлагеря Освенцим, через которые также проходили евреи. А это ворота концлагеря Бухенвальд, через которые также проходили евреи. Мгм. А это вторая арка Тита в Риме, через которые также проходили евреи, которых Тит поработил в Иерусалим. 666 – это интересная вещь. Вот, кстати, на этой арке Тита мы видим здесь изображение, как они выносят минору из храма. Да. Они несут разные атрибуты, и до сих пор эта минора, вот эти ворота, и до сих пор эта минора находится у них. Император Кесар. И вот Нейрон Кисар, вот по гематрии выходит 666. А это ворота Машех, последние ворота, через которые придет избавление. Они сейчас заложены, да? Они заложены камнем, да, и здесь мусульманское кладбище. Как и Мгм. сказано, поднимите врата верхи ваши, поднимите двери вечные, пусть придет царь славы. Эти Да. врата заложены сегодня, но это врата Машеха, через которых Машех должен зайти. Теперь мусульмане знали это, они похоронили здесь самых своих сильных воинов. Когда наступит воскрешение мертвых, эти воины не должны позволить Машеху войти в эти ворота. Да, уникальная история. Теперь мы читаем то, что мы прочитали, мы читаем дальше. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, которых имя отца его написано на челах». Теперь Агнец стоит на горе Сионе, то есть в Иерусалиме, и с ним 144 тысячи. Что такое 144 тысячи? Сейчас, у кого-то то ли микрофон включен. Нет, все нормально. Или это у меня шипит? 144 тысячи – это 12 умноженное на 12. Ты знаешь, да, квадрат? Мгм. Куб, да, да. Да, куб – это 12 со всех сторон, получается 144 тысячи. Теперь в гематрии 144 тысячи – это полнота Израиля. Это не цифра определенная, а это как бы 12 умноженное на 12. М. Понимаешь? То есть полнота, куб. Ты знаешь, что свидетели Иеговы сделали из этого целую догму? Или свидетели, или адвентисты? Свидетели, да, Свидетели, свидетели что Иеговы. именно их 144 тысячи, хотя их намного уже больше сегодня, вот, именно они и спасутся. Но проблема в том,
что для этого им нужно быть на горе Сион. Понимаешь же, гора Сион – это Израиль. И следующая проблема – у них что-то должно быть на челах, то есть тфилин. Имя отца написано на челах. Мгм. Потому что в тфилине есть свиток Шма Исраэль. Перейдем, возвращаемся к Хануке. Теперь семья Маковеев из священнического рода Аарона подняла восстание против этого злого правителя и чудесным образом одержала одну за другой победу над могущественными греческими силами до тех пор, пока конец храма, когда храм был не очищен и не было восстановлено служение. Если бы Антиоху удалось уничтожить народ Израиля, то не было бы еврейской женщины по имени Мария, которая должна была стать матерью Иисуса Христа. То есть практически Ханука – это путь к Новому Завету, это путь к Ишуа, это путь к апостолам. Если бы не было Хануки, не было бы вообще ничего. Ну да, интересно, конечно, связь такая. Также не было бы храма. И первая глава Луки начинается историей, когда в храме ангел объявляет священнику Захарии о том, что его жена родит Иоанна Крестителя. И это не совпадение, что Бог положил начало этой истории в храме, в самом сердце еврейской жизни веры в то время. То есть, если бы не было Хануки, всех этих событий Нового Завета не существовало бы. Почему Ханука для нас играет важную роль? Потому Это что когда мы говорим, вот для нас Рождество, Рождества бы никогда не было без Хануки. Понимаешь? Именно благодаря Хануке существует рождение Ишуа. Без Хануки вполне вероятно было бы невозможным праздновать рождение Христа. Итак, желаю своим друзьям и родным счастливого Рождества в этом году. Вам, возможно, также захочется пожелать им счастливой Хануки. Теперь ты понимаешь связь, небольшую связь. А, да. Сейчас, секунду одну. Нас уже здесь 12 человек в эфире. Мгм. Друзья, если есть какие-то вопросы, то мы можем поговорить об этом также. Сейчас я еще что-то хочу посмотреть здесь. Ну да, ну важна сама суть Рождества. А когда это определили, ну, как праздник просто, и тем более на такую дату сделали, чтобы было определенным камнем преткновения для еврейского народа, для Израиля, чтобы это стало камнем преткновения. И оно действительно важно само событие Рождества, а не дата его. Вот это вот нам сказали, все, его можно праздновать 25, должны праздновать 25 декабря. Все это вот, ну, праздник, а кто установил этот праздник. И сама суть-то, по сути дела, если так взять в наших странах, вот здесь в европейских, она-то сама суть и потеряна, ничего же ж нету вот в городе, где там бываешь на этих рождественских, ну там один уголочек где-нибудь есть, там стоят эти овечки, где, ну, сарай какой-нибудь, что вот здесь родился. А все остальное это же индустрия, просто заработка денег и все. Да-да, это индустрия развлечений, денег. Это большое мировое шоу. Мировое шоу. Теперь немножко, когда говорят, вот Ханука не написано в праздниках Торы, на самом деле Ханука написано. Просто нужно уметь правильно читать это. И на самом деле есть слово Ханука здесь, которое употребляется здесь.
книге Левит, 23 глава, идет пояснение всех праздников Господних. И в 24 главе сразу начинается повествование о золотой миноре. Почему? Потому что пророчески идет намек на то, что в будущем сыны Израиля будут сразу после праздника Суккот иметь дело с маслом миноры, то есть с Ханукой. Теперь смотри, Левита 24 глава, 2 стих, сразу я тебе открою. Сейчас. Смотри, что написано. 23 глава вся завершает праздники, а 24 сразу после праздников говорит о зажигании миноры. Смотри, что написано. «И говорил Адонай Моше, сказав, прикажи сынам Израиля, и возьмут тебе елей олив чистый, выбитый для освящения, чтобы поднимать свечу постоянно». Поднимать свечу постоянно. Вот слово освящение, лемаор, для того, чтобы освещать. Перейдем дальше. Потом по мере будем возвращаться уже в сам этот, в Библию. Когда главы всех 12 колен завершили жертвоприношение в честь обновления жертвенника, Всевышний сказал Моше, сообщи Аарону, что будет еще одно обновление. Вот, на иврите Ханука, обновление жертвенника, которое совершат его потомки, священники Коаним, не участвующие в этих жертвоприношениях. С их помощью я совершу для Израиля чудеса, дарую ему спасение и обновлю свой жертвенник. Вот если мы посмотрим числа, 7 глава, 11 стих. Сейчас я переключусь. Видишь, как, для чего мне важно это? Видишь, для чего мне важен экран? Чтобы это все можно было показать открыто. Какое? Подожди, что я сказал сейчас? Какая глава? 7 глава, по-моему, 7. да. 7, 11. О, Да. вот. Сказал Господь Моше, один день приблизь подношения свои. Вот. Для посвящения жертвенника. И вот здесь стоит слово Ханука, посвящение и торжественное открытие, то есть освящение. И вот здесь используется слово Ханука. Интересно, конечно. Ну да, в Писании все закодировано на русском языке. Ну, на любом языке, кроме иврита, этого не поймешь. Поэтому надо было убрать этот иврит. Нужно было сделать разные переводы, чтобы все это было скрыто, и уже сама суть теряется во многих вот этих всех переводах. Да. То есть я сейчас не буду тебе все читать здесь, но идея идея такая, что после освящения жертвенника идет заповедь о возжигании миноры, и в этой заповеди о возжигании миноры сразу говорится слово Ханукия, то есть Ханука. Поэтому и этот мидраш и существует, что как бы здесь образно в миноре используется слово Ханука, давая понять, что сразу за освящением зажигания минор, зажигания Хануки. То же самое, в принципе, произошло в саму Хануку. Очистили храм, зажгли, сделали минору из подручных средств
залили туда масло на 1 день, и оно горело 8 дней. Теперь идея противостояния здесь и идея победы Иуды Маковея, вот, Макаби– это молот на иврите. Иуда– молот такой, знаешь. Поэтому это вошло в традицию говорить, что сыны Израиля на самом деле это Маковеи, а не те маленькие очкарики, которые сидят, как я, и учат Тору с утра до вечера с прозрачной кожей. Что на самом деле истинные сыны Израиля– это Иуда Маковей. То есть это те, которые малой силой выиграли, победили всю армию Епифана. Вот там около, сколько было у него, то ли 40 тысяч, то ли 400 тысяч. Короче, целая группировка огромная. На боевых слонах они шли в таких вещах, понимаешь? Вот. Это 100 с чем-то лет до Нового Завета. То есть практически вот такой крошечный отрезок. То есть если бы не было Хануки, в конечном итоге не было бы ничего. Теперь, что такое эллинистическое давление и что такое попытка а, отменить еврейский путь? Что такое попытка отменить Израиль? Это все тот же знакомый, прекрасный, всем известный антисемитизм. Но это не просто антисемитизм в том в смысле, что мы просто евреев ненавидим, а это именно антииудаизм. То есть мы ненавидим эту религию. Мы не принимаем этот путь. Мы против этих законов. Теперь, когда верующие говорят о том, что Иисус отменил закон, все вот это вот, они практически не понимая тем, они играют на руку вот этому духу антихриста. Теперь ты знаешь, что слово «сион» — это слово «цион». То есть «цион» — это знак или отметка на иврите. «Циюн», то есть это знак, отметка, какой-то показатель, какой-то фокус, направление, взятое направление на какой-то образ. Когда на иврите тебе говорят «мицуян», то это обозначает то, что твоя работа сделана в высшем уровне. То есть ты сделал ее мегапрофессионально. И корень этого слова– это как раз слово «цион», то есть корень «циюн», то есть знак великого отличия, то есть знак отличия, лучшего отличия, то, что ты отличен. Теперь от слова «цион» у нас пошло название сионизм. Сионизм– это Сион, а Сион– это Иерусалим, Иерусалим– это Израиль. Теперь антисионизм– это как раз отрицание Сиона. А теория замещения, что когда церковь заменила собой Израиль, это как раз и есть антисионизм, который берет свое корневое воплощение с антисемитизма. Теперь слово антисемитизм– это антисемиты, против семитов. Семиты– это кто такие? Это линия Сима, линия Шема. Понимаешь, Шем– один из сыновей Ноя. Шем, Ефет и Хам. Теперь, ты знаешь, что в Библии 500 тысяч раз сказано, да будет имя его прославлено на Бога. Имя его превознесем, имя его... То есть всегда используется слово Хашем, то есть имя. Поэтому Хашем– это одно из как бы имен Всевышнего, как бы от обращения к нему, Хашем, то есть как обращение Бог. Теперь, что такое антисемитизм? Это не просто Против Ашема. это не просто антисионисты. То есть это не просто против Сима, это против Бога, потому что это будет против Шема. Теперь, что такое антисемитизм? Это практически война с Богом. Это то, что делал Антиох IV. Вот. И поэтому, как ни странно, отцы церкви именно этим и занимались.
такие как Маркион, такие как Иоанн Златоуст, в конечном итоге такие как Мартин Лютер, они занимались чем? Они занимались антисионом, то есть антисимом, то есть вычеркивание симов, линии Шема из Поднебесной. И попытка влепить свою линию, понимаешь? Но когда они выстраивали всю эту политику против Шема, они выстраивали его против Бога, потому что Шем — это и есть Господь. Поэтому антисемитизм — это в конечном итоге война против Творца. Поэтому, видишь, в чем дело? Мы сами не знаем, о чем мы говорим, потому что мы не осознаем всю глубину слов, которых мы употребляем, и даже не понимаем тот дух, который мы поддерживаем, и те идеи, которые мы поддерживаем. Что оказывается, когда мы говорим «закон нам не писан», и Иисус пришел и отменил все это, и все это нам не надо, и церковь заменила собой. Практически мы делаем то же самое, что пытался повторить Антиох. То есть все эти иудеи должны стать чем? Одним царством с эллинистами. И будет один народ. То, что я тебе читал из книги Маковеев. Из этого всего очень легко проследить эту линию. Понимаешь, очень легко. Но из книги Откровений мы понимаем, что Агнец стоит на Сионе и ждет нас на Сионе. Не в Риме и не в Москве, слава богу, и не в Нью-Йорке, но на Сионе он ждет нас. Поэтому он прокладывает вот эти ниточки к нашим сердцам для того, чтобы связать нас с Сионом. А как он может быть связать нас с Сионом? Он связывает нас с Сионом через эти метки. А эти метки и знаки являются праздники. Мгм. И возвращение к праздникам Господним — это возвращение к правильным меткам. Понимаешь, ты как бы идешь по знакам. Это напоминает момент, когда ты нашел карту, правильную карту. И вот когда у тебя праздники Господни — это у тебя правильные знаки, по которым ты идешь в правильное место. Один знак, второй знак, третий знак. Я все время говорю людям, вам, если вы 1 год соблюдете праздники Господни, то есть год из 9 праздников, то за этот год вы станете сионистами. То есть вы проложите путь в ваших сердцах на Сион. Это значит, что вы приходите к Хануке, потом вы приходите к Пурим, потом вы приходите к Песах, потом вы приходите к Шавуот, потом вы приходите к Рош ха-Шана, потом вы приходите к Йом-Кипур, потом вы приходите к Суккот, потом вы приходите к Симхат Тора. И 1 год тебе стоит пройти этот цикл, и Сион отмечает тебя как человека, дошедшего туда, на Сион. Дух захватывает. Ты Да. знаешь, я вчера разбирал Псалом, 47-й Псалом. Там очень интересные вещи описаны. Ты знаешь, в конечном итоге же Господь приведет всех в долину Армагеддон. Также Мгм. написано в Откровении 15 глава. Да. Армагеддон, я могу тебе показать, где он находится. Ты, ты, ты когда в Израиль приедешь, ты обязательно должен попасть на Армагеддон. Армигидо, гора Мегидо. Сейчас, подожди секунду. М, Сейчас мне надо это найти. О, шикарно. Сейчас.
Качество не очень, конечно, из того, что ты можешь увидеть. Ну, все равно заметно, да. Это город Мегидо. Мгм. Древний город Мегидо, откуда происходит долина Мегидо. Вот эта гора Мегидо. С нее открывается вид, видишь, долина Израильская, на всю Мгм. Израильскую Мгм. долину. Вот на этом холме расположено очень много вещей, и тут даже есть ханаанские ворота. То есть представь, какая эпоха. Это еще эпоха Авраама. Вообще. Вот. Вот здесь стоял город Мегидо. Он стоит немножко дальше, современный город, а древний город стоит здесь. А здесь раскрывается вся долина Мегидо. Если ехать по вот этой дороге здесь внизу, ты приезжаешь в Назарет. Мгм. Чуть-чуть едешь дальше, приезжаешь на гору Преображения, еще дальше едешь, приезжаешь на границу с Ливаном и на голландские высоты. И я Да, ну, собрал их в долине Армагеддон. Книга Откровений. Помнишь, да? да, 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 да. И там Господь говорит, я буду их судить. И там будут излиты вот эти все чаши. И там будут а, излиты все эти суды. Вот здесь, в долине Армагеддон, в долине Мегидо. Ну, выглядит, конечно, вся эта долина Израиль выглядит так, конечно, такое что-то великое, Сейчас большое. я, сейчас я покажу тебе, подожди секунду. Я покажу тебе здесь. Покажу тебе, как это выглядит. Так, вот. Ты видишь это? Мгм, мгм. Здесь это выглядит лучше. Вот это сама гора Мегидо, а вот отсюда ты видишь всю Израильскую долину. Она очень большая, располагается здесь под очень большим. Сюда можно добраться. Ты когда приедешь, вот здесь встанем, будем делать фотографии. Да. Вот эта трасса, если ты ее видишь, вот она идет Мгм. здесь. Да, да, да. Вот эта трасса идет туда, в Назарет. Мгм. Сейчас я открою книгу Откровений. Вот. Книга Откровений, 16 глава. Мгм. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон, на самом деле Армигидо, гора Мегидо. И вот когда он собрал их на это место, когда он собрал их на это место, тогда ангелы будут выливать чашу. И вот здесь все только начинается. Пал Вавилон Великий, который воспянут перед Богом и так далее, и так далее, и так далее. То есть практически мы с тобой что говорим? Мы говорим с тобой о том, что Творец собирает. Сейчас я покажу тебе Псалом, 47-й Псалом. Ты видишь, да? Да, да. Мгм.
Вот, 48. Песнь сынов Кореевых. Вели Господь всехвален во граде Бога нашего на святой горе Его. Град Бога — это Иерушалаим. Мгм. Святая гора — это Сион. Мгм. Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион. Вот почему мы говорим, сионизм — это и есть гора Сион. Поэтому христианин не может быть антисемитом в априори, потому что он принял Бога Израиля. Он может быть только сионистом. Если он не сионист, то он не христианин. Теперь, когда говорят «я верю в Иисуса и мне это достаточно», это неправда. Ну Это да, абсолютно неправда. да, потому Ты не что можешь принять Иисуса и не принять Израиль. Ты не можешь нет, принять Иисуса и не принять Сион. Ты не можешь принять Иисуса и не принять Его родословие, не принять Его ветвь, не принять Его народ, не соединиться с лозой, не соединиться с ветвью. да, вот нелогично же, зачем тогда дана в Новом Завете дана вся ну, родословная Иисуса? Для чего тогда она дана? Она Значит, дана, чтобы ты никогда ее не проповедовал. Говорит, я там две церкви построил. Говорит, а зачем две? Одна, в которую я хожу, одна, в которую я не хожу. ну да, да. Вот так есть, все это дано, и как бы, да, вот они заповеди, и нет, все отменил. Ну как же тогда, если он отменил, но если я живу им, а он есть само исполнение их, а я их даже не знаю тогда, как родителей почитать, как Бога любить, как вообще тогда вообще дано, все тогда теряет весь смысл. Вот она, ну, наверное, вот это, знаешь, запутанность вот эта. Пойми, церковь это как брошенное дитя. Оно не Мгм. знает, где его род, оно не понимает, к чему оно принадлежит. Оно думает, что его родители — это Златоуст и Маркион, и этот, как его, понимаешь, так как ребенок, который вырос без своих корней, без своего рода, без своего Ну дома, да, без ничего. сильно, да. Понимаешь, и вот ты знаешь, что происходит с ребенком, когда он вырастает в детском доме, и вдруг он обнаруживает, что его родители живы? Ты знаешь, что происходит с ним? Я знал одну женщину, я не буду говорить ее имя, она живет в Латвии. Уже взрослая женщина, у нее, по-моему, 7-8 детей. Такая, ну, зрелая уже женщина. Она выросла в детском доме. Всю жизнь была... Ей говорили, что у нее нет родителей, что она абсолютная сирота, нет никого. В какой-то момент ее жизни, когда она уже была взрослой женщиной, вдруг обнаружилось, что ее родители живы. И живут они где-то в России, в какой-то Сибири, где-то там. И ты знаешь, она поехала туда, и она встретилась с ними. Она говорит, когда мне сказали, что у меня живые родители, я не могла ни есть, ни спать. Понимаешь, это почему? Потому что когда ты знаешь, что у тебя нет никого, что ты Да, одна, ну как бы ты уже свыкся с этим, ты уже живешь как есть, понимаешь, ты уже какую-то реальность выбрал. И вдруг тебе говорят о том, что у тебя существуют твои родители, твои мама и папа, это значит твоя ветвь, твоя родня, твой корень, понимаешь? И она рвалась, и она поехала туда, и она познакомилась с ними, она говорит, ты знаешь, я переродилась, я стала другим человеком. Я, вообще. говорит, обрела, я, говорит, я поняла, у меня есть мама и папа. Ты представляешь, вообще это уже человеку сколько лет-то? Ну, И глубоко, конечно, вот это все, да. это удивительные вещи, на самом деле, которые происходят. Поэтому, когда церковь возвращается к своим корням, и она понимает, где ее суть, где ее корни, и где ее род, и где ее на самом деле духовная сторона, происходит перерождение. Да, ну, знаешь, оно действительно, я вот даже не знаю, как это, вот, скажем, у нас это все прозвучало, как мы это увидели, что именно самое большое разделение, которое было, что это когда разошлась церковь и Израиль. Вот оно как пришло вот это понимание, что вот нам надо единство.
А мы как-то, ну, просто поняли, что, подожди, если мы не соединимся с Израилем, то мы никогда не сможем друг с другом быть едины. Поэтому у нас сколько этих деноминаций, сколько всего, что если мы не вернемся туда, к корням, мы не сможем здесь соединяться друг с другом. Ну, Представь, вот, Дима, представь, вот подумай о том, представь. Вот ты живешь в Германии. Вот представь, что у тебя нет родителей. Ты живешь в Германии, зовут тебя Дмитрий такой-то. Всю жизнь тебе говорили, что ты немец. Просто для примера. мгм, Понимаешь? Но ты не знал, кто ты есть. Оказывается, родители, у которых ты вырос, это не твои биологические родители. А твои биологические родители живут в Израиле. И зовут их, у них еврейская фамилия. И кто ты? Всю жизнь свою ты думал. Это то, что происходит. да, Понимаешь, когда мы возвращаемся к корням, когда мы обретаем настоящего Ишуа, когда мы возвращаем все, ты знаешь, это перерождение. Это не просто у меня появились больше знаний на 5%, чем у меня были. да, Это да. обретение своего места, своей духовной сути. Вот это да, духовной сути, вот это глубоко звучит, да, что это не просто, ну, мы сегодня такие, завтра вот такая у нас уже деноминация, мы читаем, Дело не вчера в вот эти деноминации. читали, да, Не-не, да, дело не в деноминации, дело не в церемониях, и дело не в порядках служения, дело не в этом. Дело не в том, как ты служение будешь вести, дело в тебе самом. да, да, Дело в да. том, кто ты есть. Понимаешь? Если Дело это в том, кем там, ты являешься в конечном итоге, как человек, как личность, как тот, кто пришел к Богу, и вдруг ты понимаешь, что Бог, которого ты верил, это Бог Израиля, и ты существуешь под Его заветами. И Новый Завет является частью всех заветов. И ты да, понимаешь, что ты часть этого корня. И я тебе хочу сказать, это меняет всю жизнь. конечно, конечно, это меняет даже, понимаешь, на сегодняшний день, когда я там слышу вот это вот Авраам там считал звезды. Ну, а когда сегодня я понимаю, что никакие звезды он не считал, а он по созвездиям, Бог его поднял над созвездиями. Там вот эти все вещи, поэтому он все понял, поэтому он это все увидел. И там столько вот этих вот вещей, придуманных каких-то вообще непонятно откуда, как даже ну, сегодня, ладно, когда это было закрыто, это было нереально, но сегодня это же все настолько доступно, что ты можешь это открыть, почитать в разных источниках, чтобы задуматься, подожди, а что же он видел на самом деле, что он понимал, а как я могу это увидеть? Ну, не знаю, как она открывается, вот эта сущность, наверное, когда правильно, как ты говоришь, когда сказали, что, оказывается, твои родители вот здесь, это все родословное, все это шло, и принимая его, я принимаю все вот там, что это шло, и сейчас начинаю с ними знакомиться по-новому, это все происходит, и это действительно захватывает все настолько интересно. Все события, которые мы знали и которые будут развиваться в Израиле. И поэтому мы должны понять, на какой мы будем стороне, когда это время придет. Да. На какой мы будем стороне, когда это время придет. Что Гог и Магог придут воевать с Израилем. Вопрос в том, на какой стороне ты будешь. Ты не можешь сказать, я не в политике, меня это не волнует. Ну да, да. Это уже не политика, это совершенно другое, да. Да, ну, конечно, вот она, Ханука, раскрывает, ну, вот ты там, где зачитывал, что правда, что не было бы Хануки, не было бы Марии, не было бы рождения, значит, это было все, вот он, Творец, сделал там для того, чтобы вот здесь дальше пошло продолжение, для того, чтобы это все вышло. И раз оно вышло, то как я тогда одно принимаю, а другое, ну, как бы не принимаю, ну, так оно не может же быть, если он действительно вот это знаешь, когда ну, начали прикасаться к этим всем вещам, к Израилю, и когда, что Бог, Он не один, а Он един, Он эхад,
что это две разные, ну, понимания, взглядов совершенно, что это все, если оно все эхат, то значит оно все едино, значит вся родословная, все праздники, все, это все, его нельзя никак разорвать и оторвать одно от другого, иначе оно тогда, ну, надо вот тогда придумали, Рим придумал эту новую религию, которую нужно заставить верить по новой, создавать это все новое, которое не имеет своих духовной сущности. Ну, значит, наверное, этому было все. Что, вопросы там написали какие-то? Что? Есть вопросы, не вопросы, а Ирина написала. Мгм. У меня было такое понимание по Иоанна 10:22, что Иисус не просто пришел в храм на праздник, а чтобы показать, что Он именно тот свет вместо Хануки. Вместо не существует, Ирина. Нет такого вместо. А Святой Дух, который пришел позже, после воскресения Христа, именно то масло, которого не хватало в храме, а храм Божий сейчас– это мы. Все хорошо, только вместо неправильно. Это не вместо, это вместе. Это было бы верно. Вместо не работает. Это вместо это любимая как бы позиция верующих, да? Новый Завет вместо Ветхого, а благодать вместо Торы, а воскресенье вместо субботы, а Рождество вместо Хануки. А Иисус вместо чего? Евреев. Нельзя заменять одно другим. Можно только развивать. Это очень важный принцип. Ну да, да. Который раскрывает действительно эту Конечно. всю глубину понимания, и тогда тебе становится, ну, это другой взгляд, это другой, потому что тот еврейский взгляд на написание, на комментарии, на все, это раскрывает, ну, дает такую огромную пищу для размышлений, для того, чтобы разобраться в себе, разобраться вообще, ну, в каких-то вот в этих глубинных вещах. Не просто, да иди, просто тебе сказали, верь, вот это вот так говори, больше ничего не надо. Ну, ты какое-то время шел, а потом понимаешь, подожди, что-то как-то, ну, не так. А потому что свою сущность ты не понимаешь, а когда ты начинаешь над этим задумываться, потому что у тебя есть какие-то вопросы, есть какие-то комментарии, есть какие-то вещи, над которыми ты задумываешься, и тогда начинает раскрываться вся картина того, как это может быть, как я могу это видеть, как я могу это слышать, понимать. Поэтому, конечно, да, интересный праздник, интересное время. Смотри, когда мы зажигаем ханукальные свечи, мы присоединяемся, мы становимся участниками этого события. Понимаешь, когда мы делаем что-то, мы как бы становимся частью процесса. Это важно понять. Поэтому, когда мы зажигаем ханукальную свечу, мы становимся частью Хануки. Когда мы празднуем Рождество, мы становимся частью другой Хануки, то есть другого направления. Скажу прямо, что я не против самого факта рождения Иисуса, это было бы глупо. Я просто думаю о том, что нам нужно правильно говорить о Рождестве, если уж мы говорим о нем. Давай откроем Матфея, 2 глава, 2 стих. Мгм. Где родившийся царь иудейский? А, вот эти стихи, этими стихами открывается любое празднование Рождества. Все спектакли и сценки во всех церквях повторяют и читают этот стих. Но ты знаешь, никто не спрашивает себя, что здесь написано. Где родившийся кто? Царь иудейский. Ну да, на это не обращалось я как-то так внимание. Ай, где родившийся царь иудейский? О чем вообще это говорит?
О том, что если мы верим в Рождество, суть сейчас не в 25 декабря, и не в 15 ноября или в чем-то еще. Если мы верим в Рождество, то Рождество кого? Понимаешь? Здесь не написано, где родившийся небесный Бог, сошедший к нам с облаков. Здесь написано, где царь иудейский. Где он? Мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Кто эти люди, которые пришли поклониться иудейскому царю? Кто это, как не иудеи? Почему они трактуются как какие-то эти, как они, маги с Востока? Как какие-то там эти волшебники, колдуны, какие-то их все время рисуют в каких-то чалмах. Какая связь? Как могли поклониться эти маги иудейскому царю, как не сами иудеи? Поэтому кто эти люди? Это мудрецы Израиля, которые находились в Вавилоне, потому что часть народа Израиля жили в Вавилоне в то время, еще с вавилонского рассеяния. Это мудрецы-каббалисты, которые шли и вычислили по звездам. Тогда по звездам все ориентировались. Не было календаря, как есть сегодня, и часов, как есть сегодня. Все ориентировались по звездам. Вычисли сообразно книге чисел о звезде, что звезда восстанет на востоке. Помнишь? Мгм, Вот. мгм. И пришли поклониться ему. Все слово, каждое слово здесь, которое происходит, когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском. Это что вообще? Где это? Это где? В Москве, что ли? Где это Вифлеем-то? Где тут Бейтлехем? Это там, где родился царь Давид на самом-то деле. Там, где он жил. Именно там должен родиться Машиах. И здесь написано Бейтлехем Иудейский, а сегодня Бейтлехем принадлежит Палестине, кстати. А почему-то мы здесь не видим политику, а я вижу. Потому что здесь текст говорит, что Бейтлехем принадлежит Израилю. Здесь не написано в Вифлееме палестинском. Ну Здесь да. написано в Вифлееме иудейском. Где Папа Римский? Почему он не читает это так же? Понимаешь? Ну да, да. Где он? Сейчас тебе покажу папу. Подожди секунду. Вот он взгляд поставили, как читать, как смотреть. Знаешь, я вот даже, ну, сравнивал, где написано, когда вот сейчас была недельная глава, где Яков боролся с некто. И, ага, вот, Смотри. Ты, ну да. ты видишь, он лежит на Арафатке. Да, Теперь вот он такой тонкий-тонкий намек, да, и как бы вот, Арафатка, это же вот это вот, да, которая я Ясер понимаю. Арафат придумал. Мгм, мгм. Мегатеррорист. Теперь положили Иисуса на Арафатку. Теперь это палестинская семья, а Иисус мусульманин. Теперь вот это создание, которое представляет миллиард христиан на земле, когда он подкатывает к этому всему, что он говорит? Что он говорит? Он говорит, я это признаю. Это действительно так. Да. Понимаешь? Вот что такое, вот что такое образ зверя и его дух. Вот оно. Это и есть образ зверя. Это и есть замена тфилина. Это и есть Ипиафан четвертый. Это и есть подмена и замена всего. Это уже не просто замена даже Торы и Ветхого Завета, и Хануки, и Моисея. Это уже даже замена Нового Завета. Понимаешь? Это уже подмена даже Нового Завета. Теперь, где же этот Вифлеем иудейский? Ну да. В этом вся идея. Да, Это насколько это страшно. все глубоко подмена, вот это вот подмена этих всех вещей так спрятана.
и куда поставлен взгляд, вот он, Папа Римский, приехал, поклонился, смотрите, вот он это принимает, он это делает, значит, все, он вот так, надо так смотреть, и поэтому эти евреи, сколько они могут разрушать там мирных жителей и так далее, и вот эти вот все высказывания, взгляд Все, поставили, все это подготовка к Гогу и Магогу. Все. Сначала идет духовная подготовка. Подготавливается церковь, подготавливается пропаганда, подготавливается правильный замес. Понимаешь? Ты знаешь, как крестовые походы организовывались? Так и организовывались. Сначала проповедовали, а потом брали за оружие. А папа говорил, всем, кто идет в крестовые походы, грехи всем прощаются. То есть сам поход и есть индульгенция. да, Ничего нового под солнцем нет. То же самое и сегодня идет замес Гогу и Магогу. То есть собрать их в долине Армагеддон. Понимаешь? серьезный Поэтому, масштаб. да, да, поэтому те, кто не могут понять ситуацию, те, кто не могут увидеть, что происходит, те, кто не могут разобраться в том, что происходит в Израиле, они всегда будут жертвой, как вот эти весь левый либералистический лагерь мира. Мы за слабых, мы за немощных. Бедные палестинцы. Да, да. Но видишь, все равно где-то как-то вот касается Бог сердец в разных странах, в разных деноминациях, в разном везде касается. И когда тебе открываются эти глаза, ты понимаешь, нет, подождите, почему меня заставили так поверить? Кто мне дал эту картину, что это должно быть вот так? И сегодня мы, когда возвращаемся вот к корням, возвращаемся к этим писаниям, ко всему, начинаем задумываться и понимать, нет, так я участник чего сегодня? Вот и выбираю, участник чего ты хочешь сделать. Да, хоть немного, хоть чуть-чуть, но если вот нас там сколько, 20, 30, 50 человек, которые скажут об этом, может быть, еще кто-то услышит, там где-то кто-то услышит, и хотя бы задумается, не то, что мы все идем сейчас, завтра будет вот так. Нет, ты сказал, а человек задумается, а так ли это на самом деле? А ну-ка посмотрю, как написано. Ну, вот так, я думаю, что-то будет меняться. Смотри, Творец написано, что если будете как песок морской, только остаток спасется. Поэтому, ты знаешь, если говорить о остатке, вот, то на самом деле верующих их очень мало на земле. Очень мало. Настоящих. А в эти последние времена настоящие верующие будут вместе с Израилем, поэтому их еще меньше будет. такая картина немножко, знаешь, как бы, когда вот задумываешься об этих всех масштабах, об вот этом Ты всем. знаешь, Господь дает же испытания, чтобы испытать на самом деле, кто мы есть. Вот эта война между Россией и Украиной очень хорошо это показывает. Я сегодня, знаешь, кого слушал? Я сегодня слушал пастора одного, Раткина, которого признали инагентом. Мгм. Единственный в России, который признан, он баптистский, по-моему, пастор, которого признали инагентом. И, может быть, посадят его в тюрьму. Я его слушал сегодня, вот как он разбирал всю эту тему. Он разбирал, в Москве была какая-то мега-конференция, все там собрались из России, там все это, Голикова, все там посъезжались, все звезды, РосХВЕ, РосХВЕ. И они делали там вот это все. И они пригласили даже каких-то американцев. И все эти американцы, они пели в одну дудку. Россия будет центром величия, мировым центром пробуждения, слава придет. Понимаешь, и все вот это. И когда я слушал это все, я понял, что подготавливается эта почва. Гог и Магог готовятся. Они готовят себя как центры. Единственный, кто будет мешать им на глобальном фронте центров, это маленький Израиль, который будет как кость в горле Епифана со своей верой и со своим Иерусалимом. Понимаешь? Поэтому вот эти все войны Хамаса, например, и Хизбаллы, знаешь, как они называются?
Они же называют это война за освобождение Элаксы. То есть война за освобождение Иерусалима. Мгм. Они не говорят, мы воюем за наши земли, мы там хотим жить, мы там... Они говорят, это война за освобождение Элаксы. А у них Иерусалим и Лакс на их языке. Элакса, да, это же мечеть Элакса. Мгм. Вот это вот. Они не скрывают это. Они говорят, что это война за освобождение Иерусалима. А зачем им нужен Иерусалим, хотя Иерусалим даже в Коране не упоминается? Мекка упоминается, Иерусалим нет. А зачем нужен Иерусалим? Потому что они прекрасно знают, и знают даже больше, чем церковь, что Иерусалим является центром Эдемского сада, и именно Иерусалим будет местом, где будет решаться вся судьба. И они, как потомки Ишмаэля, будут осуждены в Иерусалиме. И как потомки Исава, и как потомки Идома, и как потомки Рима. И поэтому они воюют за Иерусалим, и они знают, кто будет обладать Иерусалимом, тот будет обладать историей. И Хизбалла то же самое говорит. Мы воюем с Израилем, но на самом деле у нас война за Элаксу, освобождение Элаксы. Это освобождение Иерусалима. А зачем им нужен Иерусалим? У них нет истории, которая бы связывала их с Иерусалимом. У ислама нет истории в Иерусалиме. Зачем он им нужен? Потому что они прекрасно понимают, что война за Иерусалим – это война за господством этого мира. Кстати, те в средние века это понимали, крестоносцы. Поэтому они шли сюда с походами, обладать Иерусалимом. Это понимали, кстати, и турки тоже. Поэтому они захватывали Иерусалим также. Да, конечно, масштаб, когда задумаешься, вроде бы как оно все так, шалости, все так не настолько серьезно, но Да когда нет, это очень задумаешься над серьезно. Очень масштабом серьезно. всех Почему Гог, вещей. почему Гог и Магог придет сюда, в Израиль? Именно по этой причине. Это Иерусалим. Это гора Сион. Понимаешь? Они придут обладать этим местом, но не смогут обладать этим местом и не смогут зайти в границы Израиля. Обрати внимание, что все мои молитвы, когда ты ж со мной уже давно, Мгм, я мгм. молюсь, чтобы границы Израиля не были нарушены. Почему? Потому что это война Гога и Магога. Я соберу их в долине Армагеддон, но они не смогут пересечь границу Израиля. Понимаешь, в Да, этом все дела. И сейчас мы видим, что на самом-то деле все данные о жертвах в Газе взяты из источников Газы. Что оказывается, все израильские источники, которые Израиль давал данные о потерях в Газе, вообще не фигурируют в отчетах ООН. И все резолюции, которые против Израиля, созданы как раз с помощью Катара, Хамаса и Ирана. И их прокси и людей, которые сидят в Организации Объединенных Наций. Это есть подготовка народов Гога и Магога. жесть вообще. Вот почему мы должны говорить, мы должны объяснять это. И это сейчас не вопрос духовных откровений. Это вопрос нашей жизни, вопрос будущего, вопрос, кем мы будем и кто мы будем. Понимаешь, это не вопрос, я в политику не лезу, меня это не интересует, у меня есть Иисус, больше мне ничего не надо. Это все отговорки. Иисус кто? Если он не палестинец в эти последние времена, если он не будет палестинским Иисусом, то ты будешь повешен на дереве. Ай, да, да, конечно, здорово. Ну, видишь, слава Богу, что звучит вот этот свет, звучит истина где-то для того, чтобы люди задумывались. Конечно, мы же должны об этом говорить сегодня. Вот смотри, падение Сирии. Мгм. Ведь падение Сирии было предсказано четко, что Дамаск будет грудой развалин. Прямо написано в пророке Исаии, Исаия 7 глава, по-моему, или 17. Так говорит Господь о Дамаске.
Дамаск вынимается из числа городов. Ведь предсказаны все вещи, которые там написаны. О падении Вавилона. Вавилон – это Иран, Ирак. Пал Вавилон великий. А сейчас что мы видим? Сейчас мы видим, что Иран, ядерная программа, ось зла. Мы все это наблюдаем перед нашими глазами. Завязка Россия, Китай, Иран и вот эти вот страны. Понимаешь, они формируют в себе вот эту ось зла. Ты знаешь, что вчера или позавчера Израиль вынул посольство из Нидерландов свое? Да, читал. Потому Да. что нидерландцы сказали, что Израиль – это фашистское государство, нацистское, так и сказали. Израиль сказал, ну хорошо, мы вынем наше посольство. Больше нас не будет в Ирландии. Что сделала Ирландия? Она сказала, мы будем частью Гога и Магога. Это как бы то, что она сказала. Понимаешь? Мы официально, она сказала, мы официально будем частью этого. Ну да, уже раз об этом говорится на таком высоком уровне, Конечно, то это конечно, действительно уже такая серьезная подготовка. конечно. И все это замешивается. Каждый день будет развиваться события, все это замешивается. Вот сейчас ждут Трампа, что он сейчас что-то это. Но я тебе скажу, Трамп может проложить что-то, но он не сможет это отменить. Но я тебе скажу, Трамп может только разозлить Гога и Магога. Это да, это произойдет. Вот. Чтобы ускорить это все. Да-да-да. И ситуации, обстоятельства все ускорятся. И Израиль, и Сион будет камнем преткновения. Но все поднимающие его надорвутся. Первый вопрос, где мы будем сами? Кто мы будем? На какой стороне правды мы будем жить и стоять? И вот эта война России и Украины, хоть она нас касается, но это маленький показатель того, какую правду мы занимаем. Понимаешь, на какой стороне мы находимся. Это тоже подготовка. Ну И да, это, и это очень большое испытание, на самом деле, для всех. оно ж показало наше на самом деле, когда все доктрины посыпались, все вот на, я же говорю, мы в новом поколении, мы же вон там, где в Першотраинске на одной конференции стояли россияне, украинцы, Латвия, там, Эстония, все вместе. В Харькове я был на палатке, на евангелизации, там все приезжали, все классно. И тут раз в один миг уже стали не братьями, уже стали вообще как бы, как же так, подожди, при чем здесь политика? Ведь это же политика, она же нас не должна касаться. А если она нас так коснулась и сильно, и так всех развела, то значит, подожди, что значит что-то же получается в наших доктринах было не то. Ну, Смотри, мы не можем отменить политику, и мы не можем ее игнорировать. В конечном итоге всегда мы должны избрать какую-то сторону. Мы не можем быть нейтральны. Нету нейтральности. Есть всего лишь трусость. Всегда мы должны избрать какую-то сторону в своей жизни. Кстати, это от слова цадик, ты знаешь, праведник. Цадик происходит от слова цад. Цад – это сторона. Понимаешь, ты должен какую-то сторону занимать. Всегда. где ты цадик? От этого слова происходит слово цадик, праведник. Поэтому праведник – это как бы сторона правды. Поэтому ты должен всегда занимать какую-то сторону. Занять ее. Даже если она болезненна, даже если она противоречит твоему окружению. Да, да. На самом деле никакого единства не существует, существует правда. Вот я в это верю. Единство – это тоже некий миф, понимаешь? Вот мы никогда не построим